Всем привет! Как показал результат опроса в комментах понедельничного выпуска, большинство топит за «Доброе утро» в приветствии. Скучный итог, но давайте так и оставим тогда. Доброе утро, зрители Stop Game. Кстати, если бы не «Доброе утро», то варианты были такие. Good morning, Вьетнам, с добрым утром, Стопычи и доброго дня. Сегодня релизнулась, по крайней мере на плойке, LEGO Horizon Adventures, более беззаботная и озорная версия Horizon Zero Dawn, собранная из блоков LEGO. Sony сняла эмбарго на публикацию обзоров за день до, и там все, кажется, не очень идеально. На момент подготовки выпуска у LEGO Horizon Adventures не самые высокие оценки — 71 балл на Metacritic и 72 балла на OpenCritic. Игру называют по-настоящему веселой и красивой, ее похвалили за увлекательный геймплей, хорошую работу сценаристов, по-другому взглянувших на первое приключение, и превосходную игру актеров. Однако недостатков у творения Guerrilla и студия Goba тоже нашлось предостаточно. Проект отругали за слишком простой дизайн уровней, повторяющиеся миссии, редкое использование некоторых механик, а также за проблемы с рейтрейсингом. Говорят, на PS5 трассировка лучей работает как в режиме производительности, так и в качестве. Из-за этого на обычной PS5 могут возникать странные артефакты. Особенно они заметны в тенях, поделились в Games Radar+. Я зачем с ПК на PlayStation уходил, чтобы вы мне и сюда артефакты запихивали в освещение и в прочую графику? Ребята, это не дело. В общем, в заметке на сайте можете найти цитаты из обзоров, чтобы в деталях узнать, что в игре круто, а что нет, а мы идем дальше. Серии Warcraft исполняется 30 лет. В честь юбилея Blizzard анонсировала и тут же выпустила сборник Warcraft Remastered Battle Chest. В комплект входят Warcraft 1 Remastered, Warcraft 2 Remastered, Warcraft 3 Reforged, Warcraft Orcs and Humans и Warcraft 2 просто Warcraft 2 без подписи. Переиздание первых двух частей хвастают улучшенной графикой, нарисованной от руки. Между оригинальным и обновленным стилями можно переключаться на ходу. Кроме того, авторы доработали интерфейс обеих игр и ввели современное управление в Warcraft 1. Наконец, Blizzard обновила Warcraft 3 Reforged до версии 2.0. Можно сказать, что у него теперь тоже свой ремастер. Патч совершенствует локации, интерфейс и освещение, а также повышает качество ассетов из классической Warcraft 3. Warcraft Remastered Battle Chest продается на ПК за $40. Переиздание первой и второй частей по отдельности стоит по десятке. В комментах, кстати, отпишите, кто попробовал, потому что после Reforged доверие к Blizzard, конечно, уже не то. Команда GOG представила инициативу GOG Preservation Program, которая призвана обеспечить играм, цитата, «вечную жизнь». Данный анонс разработчики приурочили к 16-му дню рождения магазина. Отныне в GOG существует специальная маркировка для игр, которая сигнализирует сразу о нескольких вещах. Во-первых, что тайтл совместим с современными ПК, контроллерами и разрешениями. Во-вторых, что компания собственными силами выкорчевала из него критические баги. Ну и в-третьих, что GOG обязуется поддерживать совместимость отмеченной игры с современными системами в течение длительного времени. То есть они буквально делают всю работу за разработчиков, которые владеют авторскими правами. Молодцы, но вообще-то к разрабам есть вопросики. А почему этим должны GOG заниматься, а не вы? Компания уже улучшила 100 игр, среди которых Heroes of Might and Magic 3 Complete, Resident Evil, System Shock 2, Myst Masterpiece Edition, Vampire the Masquerade Bloodlines и другие. Каждую игру с пометкой, красивое название Good Old Game, оснастили списком внесенных в нее изменений по типу поддержки облачных сохранений, дополнительных локализаций и так далее. Как отметили в GOG, со временем список GOG Preservation Program будет, разумеется, пополняться, причем как проектами из существующего каталога, так и новыми добавками. В гости к изданию Bloomberg заглянул босс Xbox Фил Спенсер. Босс Xbox звучит смешно. В рамках интервью он успел затронуть множество тем, включая разработку портативного устройства и дальнейшую покупку студий. Значит, сначала про студии. Большие сделки пока не обсуждаются, так как Microsoft все еще встраивает в организацию, увольняет сотрудников Blizzard. Однако компания все еще ищет способы расширить географию своих команд, а также поглядывает на Китай. Например, майки посотрудничали с Tencent во время разработки новой мобильной версии Age of Empires. По словам Спенсера, тогда Xbox получила отличную возможность поучиться у команд, которые, цитата, обладают действительно уникальными возможностями. Уникальными возможностями делать игры и не увольнять разработчиков? Это уникально, да, Фил Спенсер, очень уникально. А теперь про портативку. Спенсер подтвердил, что в стенах компании кипит работа над прототипами
портативного устройства, однако до релиза еще несколько лет. Руководитель поручил инженерам проанализировать рынок портативок и выработать видение на основе полученных результатов. Говорит, мне нравится, когда мы проектируем устройство. Думаю, наша команда может представить что-то инновационное, но мы должны быть в курсе того, что происходит сейчас, поделился босс Xbox. Ну и вишенкой на торте этого разговора стало высказывание Фила Спенсера о том, как вообще их игры релизятся на других платформах и насколько это эффективная стратегия. Вот Фил Спенсер доволен результатом после выпуска первой партии игр от внутренних студий Xbox на PlayStation и Nintendo Switch. Он заверил, что в компании нет никаких условных красных линий, которые регулируют, каким играм суждено отправиться на устройство конкурентов, а каким нет. Подытожил разговор Фил Спенсер фразой «Бизнес Xbox еще никогда не был в таком здоровом состоянии». Разработчики из Archetype Entertainment опубликовали новое видео, в котором главы студии Джеймс Оллен и Чад Робертсон ответили на часто задаваемые вопросы игроков. Напомню, студия основана выходцами из BioWare, а ее дебютный проект под названием Exodus является научно-фантастической ролевой игрой, в которой геймерам предстоит исследовать космос в поисках инопланетных технологий. В свежем ролике речь зашла о личности протагониста. На главной роли стоит Джун Аслан, странник и потомок династии правителей Луны Лидон. Пол и внешность героя игроки выберут сами, но, подобно Шепарду из Mass Effect, у Джуна будет определенный, то есть в каком-то смысле заранее готовый характер. Еще в видео авторы раскрыли парочку дополнительных деталей игры. Из него точно выяснилось, что Exodus будет приключенческим ролевым экшеном от третьего лица. Также студия рассказала, что довольна результатами внутреннего тестирования. Разработчики уже определились с точной датой показа геймплея, но объявлять ее пока не собираются. Поэтому Робертсон призвал ждать скорых новостей. Ну и вы наверняка забыли, но вообще-то в этой игре есть Мэтью МакКонахи. Вот об этом напомнили разработчики и сказали, что он играет важную роль в основном сюжете. Как минимум, выступает в качестве наратора в последних видеороликах, посвященных раскрытию особенностей вселенной Exodus. Exodus разрабатывается на движке Unreal Engine 5 для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Даты выхода пока, как вы понимаете, нет. Ребята, а помните Concord? Вот это та самая игра, про которую было 5 миллионов триллиардов смешных шуток про закрытие. Так вот, она походу сгенерит еще столько же, потому что проект продолжит жить в антологии Secret Level, я напомню, который разрабатывает стриминг Prime Video и Blur Studio. Тим Миллер, автор этого шоу, дал интервью изданию Rolling Stone, где рассказал о создании шоу, а также поделился мнением о судьбе Concord. Насчет первого он наговорил много всего, пересказывать здесь не буду, можете прочитать в заметке, если интересно. Ссылку в описании оставил. Сейчас нас интересует то, что же станет с эпизодом о Concord. Вот как автор высказался об игре и ее авторах. Не было более милой и вовлеченной в производство группы девелоперов, чем авторы Concord. Честно, ума не приложу, почему задумка не сработала. Я знаю, что они старались изо всех сил. Это была группа талантливых творцов, и мне ужасно жаль, что в итоге все вышло именно так. Конец цитаты. Кроме прочего, режиссер не жалеет, что эпизод с Concord останется в Secret Level, так как он вышел довольно добротным. Говорит, в нем вы можете увидеть весь потенциал этого мира и его персонажей. Также Миллер надеется, что Secret Level откроет больше возможностей во всем медиапроизводстве. Один из таких вариантов — вдохновить девелоперов на продолжение работы над спящими или забытыми франшизами. Антология Secret Level стартует 10 декабря. Всего для нее заготовили 15 серий, у каждой из которых своя продолжительность. Зрителям не обязательно досконально изучать лор игр, чтобы не потеряться во время просмотра, но эпизоды все же заточены под фанатскую аудиторию. На днях Overwatch 2 получила промежуточное обновление 13-го сезона. В честь 8-й годовщины оригинальной Overwatch в сиквел добавили классический игровой формат 6/6. Это уже буквально ремастер первой части игры внутри второй части игры. Это какой-то ремастеровый Inception. Разработчики уточнили, что формат пока доступен в виде временного события Overwatch Classic, которое завершится через 3 недели. Полноценно матчи 6/6 планируют вернуть в будущем. Предположительно, тестирование запустит уже во время 14-го сезона, и это как-то очень забавно звучит, потому что у вас было, я даже не помню, сколько лет на то, чтобы его оттестировать. Он уже оттестирован вдоль и поперек. Правда, надо сказать, что режим Overwatch Classic не ограничивается одним лишь форматом сражений. Помимо этого, Blizzard запустила серию испытаний с наградами, а также восстановила оригинальные скины, 12 карт и способности 21 героя из релизной версии первой Overwatch. Под конец Blizzard сообщила, что этот ивент еще может повториться в будущем,
будущем в зависимости от реакции игроков. Наверное, как-то так в офисе Blizzard и сказали, когда закрывали первую часть. Между прочим, целых 3 раза пошутил одну и ту же шутку в одной новости, так что это достойно лайка, наверное. Но вообще-то это все новости на сегодня, и как всегда приглашаю вас заходить на наш сайт. Там в этот раз, кроме кучи новостей и пропущенных обзоров или статей, можно прочитать свежак, обзор игры Chicken Police Into the Hive от Кирилла Волошина. Не забудьте про лайк и хорошего вам четверга. Пока!